Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Заключительная неделя уходящего 2023 года. И я от всего сердца поздравляю всех тех, кто встречает праздник Рождества 25 декабря. Давайте верить, мои дорогие, в то, что мечты на самом деле сбываются. И если мы приложим даже некоторые усилия, то и нужные двери перед нами откроются, и нужных людей мы с вами встретим, и то, что произойдут какие-то добрые события именно в тот момент, когда они нам или для нас необходимы. Отдельно хотела бы поблагодарить за ваши добрые комментарии, за ваши добрые пожелания. Мне очень приятно читать, это мое вдохновение, все ваши отклики. И я надеюсь, что 2024 год для нас принесет больше радостных событий, больше стабильности, больше счастья. И с большей уверенностью мы сможем осуществить то, что мы планировали. И если прежде что-то у нас не получилось, может быть, что-то мы оставим в прошлом, определенно какие-то новые возможности перед нами откроются. И первую карту, которую мы с вами достанем, она будет называться «Что будет радовать?». Какие сюрпризы, мои дорогие девы, на этой неделе с 25 по 31 декабря, по мнению карт. Может быть, какая сфера жизни вас порадует? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать на этой неделе для вашего знака зодиака? А что вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, чему-то не придаете значения. Может быть, и кто-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес посмотрим. Какова денежная энергетика, узнаем. Финансы. Личная жизнь. И достанем карту «Совет». Итак, что же будет радовать? Сразу, да, нам все показали и рассказали. Финансы, безусловно, сундук с деньгами. Поэтому деньги будут на неделе, это точно. Причем десятка, это, знаете, как по максимуму. И поэтому, если для кого-то из вас даже крупная сумма была в задержке, что-то встало на паузу, скорее всего, деньги дойдут, вы получите. Останетесь довольны. Безусловно, по этой карте еще проходит такое значение, когда мы улучшаем что-то дома, улучшаем наше жилище, делаем его более комфортным. Для кого-то из вас это вопросы и решения, может быть, удачное, каких-то совместных планов, если вы человек семейный, или вы человек в паре. Здесь как и взаимопонимание, так и достаток, и в целом более радужное такое счастливое настроение, приятные минуты, да, сама по себе добрая неделя по этой карте. Что будет радовать? Вот что-то такое доброе, хорошее, светлое и надежное на этой неделе для вас обещают карты. Или, если сложная была ситуация, мои дорогие, с финансами, то, скорее всего, вы найдете выход, может быть, это будет касаться вашей работы на последующие дни, уже с заходом даже на 2024 год, какая-то финансовая ситуация, или если это касалось, может быть, вашей работы, здесь тоже определиться может. Неожиданности. Новые начинания, значит, с элементом изменений могут проходить события даже на этой неделе по части работы, например. Если мы говорим, вы сами, вот от вас лично перемен не исходит, неожиданностях может измениться руководитель, может измениться в вашей компании, организации график работы, или вы сами решите, может быть, как-то его изменить, скорректировать. Для кого-то из вас это могут быть новые варианты заработка, может быть, пассивный доход или вторичный какой-то доход, или вопросы, связанные с детьми. Сама по себе карта, она больше говорит про новизну и про какую-то конкретику. Поэтому у каждого здесь своя будет та самая конкретика. Карта не крупная, и она не говорит еще о каких-то глобальных переменах. Скорее о ваших желаниях и желании что-то изменить или как-то подстроить, может быть, под себя. Как будто для этого тоже может быть оказия. Сама по себе, если мы говорили неожиданности, да, позиция этой карты, я предполагала то, что, где-то больше значения минус. А здесь как раз что-то положительное, мои дорогие. Давайте узнаем, чему сейчас не время конфронтации.
обновлять какой-то спор или какую-то застарелую обиду вытащить на поверхность и пытаться разобраться в каком-то вопросе, расставить как будто все по местам. Ничего по местам не расставится, люди обозлятся, сами мы себе потом как будто не поблагодарим за то, что обновили какой-то конфликт или какую-то тяжбу, или, может быть, какое-то недопонимание. Видимо, как минимум есть один человек, который может словно воскреснуть на этой неделе, или вас судьба, обстоятельства, дело столкнут с подобной персоной. И знаете, держать нейтралитет. Это карта воина в душе. И здесь двояко получается. С одной стороны, мы не жертвуем своими принципами в угоду хорошему отношению. То есть принципы мы свои сохраняем. Но конфронтацию, дистанцию конфликта мы тоже не увеличиваем. Как будто не имеет это смысла. Здесь обойти больше острые углы или, если это сделать невозможно, правда, отступить пару шагов назад. Пронаблюдать, как будут развиваться либо сами по себе события, либо дать человеку просто выговориться, а за это время, сделать какие-то выводы. Но как будто от вас не должно исходить, отчасти где-то и агрессии или желание кому-то что-то доказать. Это пирова победа, когда да, пирова победа, она говорит, победа одержана, но либо достается очень высокой ценой, либо все равно не приносит радости и вдохновения. Вот этому сейчас не время. А что будет помогать? Сама по себе победа есть. Как будто не нужно кому-то что-либо доказывать, объяснять, кстати. Потому что иногда по пятерке мечей, знаете, это то разочарование, когда недопонимание, когда это недостаток, нас неправильно поняли, у нас есть какое-то разочарование, но, видимо, оставить все как есть по тем вопросам, по которым не сумели договориться, потому что помогает? Победа, у вас сильная позиция, мои дорогие, и самое главное, сохранять вот эти позиции, все то, что вы уже достигли, где-то и дела, работа, бизнес, так и ваши какие-то приоритеты на будущее. Как будто не должно быть сбоев, понимаете? Вот то, что вы уже теперь смогли, как наработать, или то, что вы теперь имеете, у нас все-таки финансы, тут отчасти тоже это все в сохранении. И у нас на этой карте, посмотрите, изображены, я надеюсь, видно, крыски такие маленькие. Я понимаю, у каждого свое отношение к этому животному, но как бы мы ни относились, это по символике как раз сохраняет. Крыса вот все то, что есть, складывает вот в этот самый сундучок и старается, так не очень тратить. Вот и для вас какое-то сохранение, видимо, в целом будет очень актуально на этой неделе. Победа есть, но, может быть, она и досталась сложной ценой. Победитель знает цену этой победе. И даже если тут овации, как будто люди рукоплещут, вам могут делать комплименты, могут где-то пытаться замылить и глаза, но задача победителя видеть реальность. Потому что мало, наверное, 50% успеха достичь вот какой-то вершины или какой-либо победы, а намного сложнее удерживать уже те позиции, которые есть на данный момент. Что скрыто? Здесь нет ничего, кто бы или что-либо от вас скрывал. Семерка пентаклей, некоторая пауза. Она может, кстати, почему вот мы говорим про сохранение, деньги больше, где-то, наверное, сохраняем, нежели тратим, потому что, может быть, в последующем какая-то пауза, или задержка в деньгах, или, что-то может пойти как-то вот не в тех временных рамках, как вы себе это планируете. Для кого-то эта карта может означать, знаете, если вы хотите подготовить какие-либо документы по разным вопросам, у каждого своя задача, тоже что-либо может стать на паузу. Опять же, это по независящим от вас причинам, поэтому не стоит много эмоций. Может быть, пятерка мечей где-то вот с подобными вопросами может пересекаться, когда обещали вам подписать какую-то нужную бумагу, оформить документ, а она не будет готова. И сколько здесь не конфликтуй, не доказывай, может быть, и правда-то ваша, вот ведь пирова победа, все-таки победа, как будто все равно победа за вами, она у вас уже в кармане, в руках. Но, может быть, какие-то досадные, такие мелкие недоразумения, которые чуть-чуть откладывают срок полного исполнения вашего желания или готовности конкретно документа. И все же всему свое время, говорит нам эта карта. Дерево,
оно корнями уходит вглубь земли. Эта карта говорит еще о стабильности и о том, что у вас все получится, мои дорогие, но, может быть, через какой-то период времени. Дела, работа, бизнес. А вы знаете, для кого-то могут быть решения вопросов по части семьи, все-таки королева кубков может быть. Но так вот, если в целом, на весь расклад, это карта ожидания тоже. И здесь, правда, может быть, придется кому-то из вас взять паузу, или это мудрое отношение к тому, что сама по себе неделя как-то течет неспешно. Быстро события не развиваются. Это большой плюс, потому что, в принципе, все спокойно, стабильно дважды, как и карта победителя, так и десятка пентаклей. Я бы сказала, не тормошите себя. Ставить перед собой какие-то глобальные задачи, мои дорогие девы, точно не на этой неделе. Как и не убыстришь, так и реванш не возьмешь. Какой-то вопрос словно не протолкнешь, не продавишь. Не получится. Обязательно в какую-то стену упремся и придется ждать. Поэтому сами себя поберегите. Так будет более, как используя, у вас все равно все получится. Так и где-то карта еще говорит, воспользуйтесь интуицией. Как будто интуитивно просчитайте на пару шагов вперед. Может быть, будьте внимательны к своему окружению. Вот этот момент он есть, с учетом того, что победа какая-то у вас уже в кармане присутствует. Что с финансами? Хотя нам сказали, шикарно. Одна из лучших карт в колоде как на деньги, так на работу, на прогресс, в профессиональный прогресс, как и в вашем хобби, на, может быть, вторичные заработки или, может быть, это пассивный доход. У нас показан человек, который буквально создает сам пентакли. Это тот профессионал, который увеличивает как и свой доход, так и свой профессионализм, свою экспертность. Удачная неделя как в получении денег, так и для себя, может быть, правда, какие-то новые горизонты в плане заработков. Или у кого-то это может быть, вот в неожиданностях у нас Паш Пентаклей, вам могут предложить какую-то должность. Или даже неожиданным каким-то образом вам могут что-либо по работе предложить. И я бы сказала, следует согласиться, как будто попробовать себя в новом деле, может быть, даже вы не считаете себя еще пока экспертом. И, скорее всего, это будет означать, ну, знаете, как старт какой-то новый, с какими-то дальнейшими продолжениями, перспективами, ну и деньгами тоже. Вот подумайте, существует как будто на этой неделе что-то, либо вы должны это подметить с элементом новизны, как-то на себя переложить обстоятельства вашей жизни, либо, может быть, на что-то согласиться. Потому что скорее приступить к чему-то вряд ли у вас получится на этой неделе. Это скорее будет уже в новом году. Но определенно перспектива по этому вопросу вас как будто ожидает. Что-то со знаком плюс. Личная жизнь. Это вы сами. И пусть меня даже смотрят девушки, женщины, король пентаклей, больше мужской, видимо, энергетики, отчасти ваших решений, окончательных или таких вот однозначных. Все-таки мужчины более жестко принимают решения. Это карта самодостаточности, когда у вас все под контролем, когда, и, кстати, для людей семейных великолепная карта, когда вы будете, может быть, обустраивать свое жилище, планировать что-то на будущее. И на эту неделю, когда вы словно на одной волне со своим партнером. Для тех, кто один или одна, не могу сказать, что вы встретите новую любовь, но это всего лишь неделя. Кто знает, всегда остается какой-то процент на неслучайные случайности, сказала бы так. Может быть, и встретится конкретный человек, который чем-то похож на вас, может быть. Потому что иногда есть такое значение, хотя оно не всегда проигрывается, но такое есть по королю Пентаклей, как тот человек, который нам по судьбе. Иногда, как вот и туз Пентаклей может проиграться для нас, знаете, как помощь небес, так и по королю Пентаклей тот человек, который нам по судьбе, который с нами на одной волне, который как бы готов о нас заботиться. Вот для кого-то, я не говорю для всех, но дай бог, чтобы, конечно, для всех, но для людей семейных тут как бы понятно уже все. А для тех, кто один или одна, вполне вероятно, какая-то дружба, может быть, начнется. И так тоже может быть. Или ваши сложившиеся отношения могут перейти на другой
жизненный этап. Вы можете что-то более конкретно продолжительное обсуждать. Совет. Ну, наверное, какие-то походы для вас либо в инстанции, у кого-то это могут быть походы к врачам, чтобы определиться со здоровьем, может быть, пройти обследование, у кого-то поход к дантисту, такое тоже может быть. Или это может быть те или иные вопросы, которые связаны у кого-то с судами, да, такое тоже может быть. Карта совет делать что-то наверняка. По королю мечей он, ну, нет здесь эмоций, у него все просчитано, он более рационален. И есть колода карт, пусть не в этой колоде, но очень интересное значение. Король мечей означает вымести весь ментальный мусор, как будто из головы. Вот правда, с чем-то проститься. Может быть, будут такие ситуации в вашей жизни, когда вы примете решение, что теперь какой-то пункт в вашей жизни или прежнее какое-то решение не имеет значения, не имеет смысла что-то продолжать. Или определитесь вот с учетом пятерки мечей по отношениям с кем-то. И это чаще не личные отношения, это где-то социум. Поэтому свое окружение вы словно можете причесывать. И, кстати, по шестерке жезлов предусмотрено, что именно к окружению нужно быть внимательному. Вот где-то так. А если есть вопросы, по которым нужно знать вот что-то конкретно, мы можем обращаться, и карта советует даже обратиться к узким специалистам. Повторюсь, это как могут быть врачи, не думать, гадать, да, предположения строить, а именно обратиться к доктору, например, если вас что-то беспокоит. Или есть на повестке дня какой-то вопрос, связанный с законами. Тогда юрист, адвокат тоже надо знать наверняка. Для кого-то это могут проиграться вопросы дома, когда вы что-то реструктурируете, переделываете. Электричество, например, узкие специалисты, люди, работающие с металлом, тоже проходят по этой карте. Вы просто можете улучшать свое жилище, и тогда тоже будете с кем-то консультироваться. Но 2 короля выпало, поэтому для кого-то из вас это переход в общение, в вашем окружении, как будто вы будете желать и строить свое окружение с людьми более знающими, занимающими более высокий статус, по крайней мере, есть к этому желание, или проходить согласование в каких-то организациях, повторюсь, в высоких инстанциях. Интересная неделя для вас, как и с радостью, может быть и неспешная она, но зато приносит много приятных минут и много полезной конкретики, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.